Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня очередной обзор фурнитуры с сайта Алиэкспресс. Много интересного. Ну и давайте начнем сейчас. Вот такие бронзовые проставочные бусины. И всего лишь в комплекте 7 бусин. Ну, сами знаете, 7 бусин это ни о чем. Они очень красивые. Ну, пока взяла вот 2 пакетика. Вот такие красивые. Очень они мне понравились. Они тяжелые. Их много не поставить в украшения. Так вытянутые. Как будто здесь шапочка на самой бусинке. Смотрятся здорово. Недорогие, но 7 штук, конечно, это очень мало. Тяжеленькие. Наверное, они внутри не пустые, а полностью сделаны из металла. Но красивые, посмотрите. И цвет красивый, бронзовый. И размер 8 миллиметров. Я не буду с бусинками надевать. Увидите на картинках. Шикарные. Так, следующее. Это вот такие бусинки. Уже большие. Диаметр 17 миллиметров. Посмотрите, какие красивые. Давно я на них смотрела. Ну и была скидка, я решила их купить. Очень красивый. Здесь такой рисунок. Разный. И отверстие вот так расположено. Внутри она пустая, как вы видите. Ну и цвет бронзовый. Ну, немного такой цвет интересный у нее, как немного желтый. Но понравились, красивые. И всего лишь 5 штук. Тоже много не поставить в украшения. 2, я думаю, можно поставить где-то. Или центральную бусинку поставить впереди. Очень красивые бусинки. Это карабинчики. Вот такие знакомые всем, наверное, карабины. Все уже, наверное, покупали. Я часто показывала такие карабинчики. Но я показывала вам вот такие карабинчики. Посмотрите. А здесь я встретила в магазине. И продается и такой размер, и такой. И много других. И разных цветов. Какие хотите, можно выбрать. И я увидела, что есть и, оказывается, вот такие маленькие. Размер 16 миллиметров. Ну, а этот у нас 25 миллиметров. Вот такая разница. И один и тот же рисунок. И я когда увидела, думаю, маленькие тоже всегда нужны. Пружинка очень плотная. С трудом раскрывается. Но они маленькие, но когда мы в украшения ставим, тогда удобно уже раскрывать. И вот такой вот еще, посмотрите, вариант я увидела также тут же на этой страничке. Вот такой вариант карабинчика, тоже интересный. Вот, похоже, да, размер такой же, 16 миллиметров, такие маленькие. Вот не обратила внимания, были большие такие или нет. И здесь вот, как видите, огромная такая сама деталь, круглая. Ну вот тоже они, пружинки все вот такие плотные. Еще не разработанные, с трудом открываются. Но вот эти лучше открываются, чем вот эти. Не знаю, как они будут открываться. Надо поставить в украшение и пробовать. Это вот такие филигранные шапочки. Здесь 50 штук и
Написано 7 миллиметров, но я думаю, можно надеть на любую бусинку, так как мы можем плоскогубцами раскрыть. И вот так можем раскрыть листики вот. И возьму капельку и посмотрим, как будет смотреться сейчас я. И даже на капельке такой красиво смотрится. Сделать такие винтажные серьги с бронзовой фурнитурой. И еще что-нибудь придумать, подвесить. Даже можно с жемчугом красиво смотрится. Можно и на большую бусинку надеть, раскрыть все эти листики и надеть. Вот так. Что-то последнее время мне очень нравится филигрань. И как смотрятся шапочки. Были разные цвета, но, конечно же, я взяла бронзовый цвет. Это подвески вот такие. Давно я их видела и что-то не покупала тут. Где-то я увидела украшение красивое. Что-то мне понравилось. И захотелось тоже повторить что-то подобное. Поставить вот так вот подвесочки. Все в украшения. Не одну-две, а все поставить. Здесь какие-нибудь бусины подобрать. Потому что здесь, как вы видите, здесь маленькие нужны рядом ставить. Ну а посередине можно что-то уже покрупнее. И такое этническое получится украшение. Можно и одну поставить где-нибудь, конечно, подвесить. Но они мне очень понравились. Есть такие и в серебре. Хорошее качество, они двухсторонние. Металл хороший. 25 миллиметров на 17. 6 штук всего лишь вот в наборе, где я купила. Потому что есть еще другие магазины, где продают большее количество. А здесь можно выбрать или серебряные, или бронзовые. И всего лишь 6 штук. И дешевле выходит. Вот такие красивые подвески. Тоже давно наблюдала и видела их давным-давно. Вот пришли в таких пакетиках и целые, невредимые. Выбрала два разных цвета. По два именно кулона продается в комплекте. Именно этот мне захотелось кулон. Нравится мне эта форма и сам кулон как выглядит. Решила и такой вот серебряный купить, так как хочется сделать что-то под такое античное серебро. У меня много красивой фурнитуры и бусинки есть. И надо подобрать бусины какие-нибудь и сделать такое украшение. Ну и, конечно же, очень красивый бронзовый. Аккуратно все сделано. Они крупные. 67 миллиметров на 57 миллиметров. Не всегда бывают натуральные камни. Ну, я имею в виду кулоны из натуральных камней. А хочется иногда что-то подвесить именно металлическое. Но они шикарные. Я думаю, я что-нибудь придумаю с таких кулончиков. И такие тверденькие, не гнутся. Это коннекторы под серебро. В комплекте 20 штук, но вот приходят в таких пакетиках по 10 штук. Очень красивые. Я уже делала украшения, браслетик и применяла такие. Я говорила, что у меня есть подобные. Покупала я в Дом бусин, а здесь я встретила на Алиэкспресс. Но только был такой цвет. И здесь, как я вам покажу, 3 вот таких петельки, где можно провести трехрядное украшение или браслетик. Очень красиво смотрится здесь, как видите, цветочки, и посередине есть стразик.
Я думаю, качество хорошее будет. Я так думаю. Ну, а время покажет, как они будут желтеть или не будут. Вот если поставались они в таком цвете, цвет хороший, отличный просто, можно сказать. И вот 20 штук в комплекте. Количество хорошее. Может хватить и на украшение, и на браслет. Вот такие колпачки. Такой золотой цвет, матовый. 5 штук в комплекте. Но я расстроилась, потому что одна вот такая вот у меня с браком пришла. Здесь какое-то пятнышко темное. Не знаю, смогу ли я это закрасить. Именно такой золотой краски у меня нет. Ну, может быть, что-нибудь все-таки я придумаю. Можно подвесочку сделать, как колокольчик. Здесь несколько цепочек. Ну, а 4 штучки, может быть, в одно украшение поставить. Очень красивые. Мне нравится такой цвет матовый. И если где-нибудь с золотом совместить, посмотрите, как здорово они смотрятся. С античным золотом, если поставить. А если черная бусина будет здесь, вообще красиво будет, наверное. Черный цвет с золотом. Да, кстати. Вот достала эту шапочку, то есть подвесочку. И если я уже придумаю что-нибудь с черными бусинками, и я думаю, неплохо будет. Ну и что здесь матовое, здесь блестящее немного. Цвет почти одинаковый, посмотрите. Как вы думаете, напишите. Неплохо будет смотреться такая подвесочка. Вот уже почти украшение придумано. А так шапочки очень красивые, понравились. И там много-много разных в этом магазине. Если интересно, они недорогие, но на одно украшение можно выбрать. Можно какое-нибудь соединение прикрыть такими колпачками. Красивенькие. Еще вот такие вот колпачки. Я уже такие показывала и использовала. У меня осталось 2 штучки. Я решила взять, что было здесь. Какая красивая шапочка. Положили мне одну шапочку. Ну, 2 хотя бы положили. Интересно. 10 штук в комплекте, но можно заказать или бронзового цвета, или серебряного. Я захотела именно серебряный. Что-то я делала, и не хватало мне именно такого цвета под серебро. Хотела я спрятать соединения. И вот если были бы такие колпачки, они бы меня выручили. Вот я потом их заказала. Вот что-то делать подобное украшение. Цвет подходит. Можно, даже подвеску можно сделать здесь. Несколько цепочек. Хорошенький, да? Качество хорошее, покрытие неплохое. Ну, а такие у меня уже были. И есть 2 осталось. И я заказала еще. Еще купила вот такие вот кольца. Нержавеющая сталь. Посмотрите, сколько много. Такие большие, огромные. Вот такая платформа. Она, видите, с дырочками, как сито. И я давно такие покупала, только отдельно вот именно такие делала брошки. Здесь можно на фетр вышивать, а потом закрыть сзади кожей, и будет у вас брошка. Ну, а здесь я встретила кольцо именно с такими. Здесь мы вышиваем. Раньше серьги такие я видела. Пришиваем. Здесь у нас нитка, и мы, чтобы закрыть эту нитку, потом закрываем вот эти зубчики. И все, и у вас кольцо будет красивое. Можно здесь бусинки разные пришить. И что я еще подумала, если, например, кольцо натуральный камень обшиваем, ну не только натуральный, кто какой любит, обшивает, и потом сюда приклеить, как вот девочки делают кольца. С этой стороны кожа, а с этой стороны
камень будет. Интересно, получится так или нет. И, конечно, вот эти вот, ну, можно тогда, нужно их откусить плоскогубцами, чтобы они не мешались. 10 штук в комплекте, и здесь хорошо вот регулируется размер колечка. И вот можно раскрыть и закрыть. Проверяем. Ну и здесь я хотела проверить, если я буду сейчас выпрямлять, отвалится это или нет. Я не стала сама пробовать, а именно с вами хочу попробовать, не отвалится ли потом кольцо, если будет в готовом виде. Ну вот, выпрямила ровненько и нормально, не отвалилось. Ну, неплохо. Интересно просто, отвалится оно или нет. Если так зацепишь кольцом где-нибудь, а потом отвалится вообще все. Но держится. Если его двигать туда-сюда, конечно, оно, наверное, и отвалится. Ну, а так неплохие колечки. Можно здесь что-то пришить красивое и потом вот так закрыть и носить. Ну, тут уже у кого какая фантазия, кто как может его использовать. Ржаветь не будет. И на этой страничке, где я покупала, есть большой выбор разных. И золотые такие были, и размеры были разные. Так, и еще вот такие вот подвесочки. Это тоже нержавеющая сталь. 2 в комплекте были. Понравилась такая форма. Такие ажурные. Но тут такой странный цвет, непонятный, какой-то бледно-зеленый, на мой взгляд, не знаю. И вот здесь еще вот 2 стразика так переливаются. И мне понравилось, что такой бейл уже готовый. Продеть мемори проволоку или цепочку, или ювелирный тросик можно. И надеть бусины. Хорошее качество, нержавеющая сталь, и цвет мне нравится. Еще я выбрала цепочку нержавеющая сталь в золотом цвете, так как в серебряном я уже покупала и не один раз. И потом уже появилась такая золотая цепь, она давно появилась, я наконец-таки ее приобрела. Здесь целый метр, и мне нравится то, что здесь очень удобные вот эти звенья и красивые. Вот это звено можно использовать как соединительные разные элементы, и проще раскрывается, чем вот это маленькое. Маленькое очень тугое. Туго раскрывается, но можно раскрыть. И такая хорошенькая цепочка. Была такая же и серебряная. Дешевле, наверное, в 1,5 раза. Здесь не пройдет, нет. Здесь хорошо по цвету подходит. Можно какие-нибудь бусины подобрать. Ну и немного цепочки отрезками сделать. Будет тоже украшение неплохое. Ну, красивые вот эти подвесочки. И размер у них 37 на 22 миллиметра. Хорошенькие. Вот такой у меня сегодня был обзор. Если вам понравилось, пишите комментарии. Мне интересно ваше мнение, что вам понравилось. Будем общаться. Ну, а если бы что-то выбрали, все ссылки под видео, как всегда. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Много интересного впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!